Ну что ж, друзья, сегодня мы говорим о том, как выбрать камеру. Не какую выбрать камеру, а как ее выбрать. Потому что все очень индивидуально и все зависит от ваших задач. Если провести аналогию, вы хотите возить каждый день 20 тонн песка. Для этого вам нужен грузовик, правильно? Или, например, вы хотите каждый день кататься с ветерком по серпантину со своей любимой собакой, девушкой, парнем, кем угодно. Для этого вам подойдет вот такая машина. Так что мы поговорим о всех плюсах, минусах, о всех моментах, которые нужно учесть при выборе камеры. Это поможет вам сформировать правильные вопросы, ответив на которые вы сможете легко и просто выбрать камеру, которая подходит именно вам. Также дополнительно в этом ролике я буду делать акценты на тех моментах, которые необходимо знать новичку. Если вы выбираете первую камеру, я буду говорить вот в этом моменте, обратите внимание. Ну вот так. Автофокус. 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 Короче, я считаю, что это самый важный параметр на сегодня, который нужно учитывать при выборе камеры. И первое, вам автофокус нужен, если вы не хотите заморачиваться, если вы снимаете свадьбы, если вы снимаете какие-нибудь простые, незамороченные коммерческие ролики, если вы снимаете себя на YouTube, в TikTok, куда угодно, если вы снимаете семейное видео, вам нужен автофокус. Вам не нужен автофокус в нескольких случаях. Первое, если вы снимаете суперпрофессиональное кино там и так далее, у вас 500 человек на съемочной площадке, и 5 из них крутят фокус, тогда вам это видео вообще нафиг не надо, выключайте. Это первый момент. Второй момент, если у вас нет денег на автофокус. И третий момент, это если вы планируете использовать только винтажные линзы, то есть только старые объективы, на которых в принципе нет автофокуса, тогда вам нет смысла переплачивать за камеру, в которой есть этот автофокус, да? Так что да, друзья, скорее всего, вам нужен автофокус. Это то, с чего бы я начал. Короче, есть два крутых производителя, это Sony и Canon, у которых потрясающий автофокус, он следит за лицом, за глазом, он следит даже когда вы зашли за дерево, потом вышли, он все равно продолжает следить за вашим лицом и так далее, короче, не отпускает. В общем, этот автофокус может работать в КГБ, в ЦРУ, в МИ-6, в разведке, я не знаю, в какой, в южноафриканской разведке, где угодно, либо помогать снимать вам видео. Если для вас шустрый, крутой, потрясающий автофокус это номер один, тогда либо Sony, либо Canon. Если автофокус для вас вторичен, тогда не обязательно Sony, не обязательно Canon. Автофокус. Здорово, типы. Это, если что, я вот этим вот велосипедистом. Размер. Он важен, так же, как и вес. Потому что одно дело таскать с собой вот такую камеру, которая весит 5 килограмм, и совсем другое вот такую, которая весит меньше килограмма или килограмм. С такой камерой проще путешествовать, снимать влоги, снимать свою семью, что угодно. И другое дело с вот такой бандурой. Но такая бандура и стоит будет много, но у нее будут интересные функции, которые не будет у маленькой такой камеры. Но если это ваша первая камера, то я рекомендую чем меньше, чем легче, тем лучше, потому что это определит то, сколько вы будете снимать на эту камеру. Потому что чем легче и меньше она будет, тем проще вам будет ее взять с собой. Вы не захотите с большой тяжелой камерой провести 2 недели, потому что она станет вам обузой. А маленькая камера, вы ее достали из кармана, клац-клац, и все, и круто. Или достали, начали снимать видео, и все, супер, отлично. Поэтому это второй очень важный пункт, на который стоит обратить внимание после автофокуса. И сразу вкладываю сюда рекомендации. Если это ваша первая камера, то я рекомендую вам брать что-то с автофокусом, это 100%. И второе, чем легче и меньше, тем лучше. Сенсор. Full frame был взят за основу, за единицу. Другие сенсоры, которые стали поменьше, это сенсоры APS-C, они стали иметь другой немножко индекс, да, 1,6.
То есть, если вы поставите объектив 50 мм, нет, давайте для хорошего примера 100. Если мы поставим объектив 100 мм на full frame камеру, мы получим вот такой угол обзора. Если мы поставим этот же объектив на камеру APS-C, у нее будет эквивалент 160 мм. То есть угол обзора станет вот такой. Я не буду вдаваться в подробности и детали, но это не то же самое, что поставить на full frame объектив 160. Вы получите точно такой же угол обзора, но, например, размытие сзади, в боке, будет другое. Вопрос. Зачем же нам брать тогда APS-C или еще кому хуже Micro 4 третьих сенсор? Во-первых, они дешевле, доступнее. Но главный вот этот затык, что если вы хотите снимать портрет 50 мм, вам придется покупать, например, 25 Micro 4 третьих. Это умножается на 2, и вы получите примерно такое же фокусное расстояние. И если в прошлом, например, камера с full фреймом была более светочувствительная, можно было снимать 5000 ISO в темной ночью и так далее. Это было потрясающе, потому что там было просто большее количество светочувствительных элементов. То сейчас вы даже на камеру Micro 4 третьих или на APS-C спокойно можете снимать ночью 2, 3, 5000 ISO, и все будет окей, не будет какого-то супер шума и тому подобное. Технологии давно ушли вперед. Так что единственное отличие — это угол обзора. И вот это то, что вам нужно вот это вот пересчитывать. К слову, я сейчас снимаю это видео на камеру с размером сенсора APS-C. Мне это вполне устраивает. Я никоим образом не страдаю, что это не full frame. Но это не все. Что если я скажу вам, что большую часть фильмов, которые вы видели, снято на размер сенсора APS-C. Ну, не совсем на APS-C, размером. Вы как-то от этого страдали? Вы как-то видели разницу? Вы вообще можете отличить, посмотреть, даже не фильм, посмотреть видео и понять, это видео снято на full frame, на APS-C или на Micro 4 третьих? Я думаю, нет. Я тоже не смогу. Соответственно, вопрос, является ли это важным фактором при выборе камеры? И я думаю, что нет. Это может быть фактором, но не основополагающим. «4К, 8К, 48К» — все это не имеет большого значения. Самое главное, не берите меньше 4К. Ну, потому что это уже просто как-то несовременно, что ли. А вообще, все мы смотрим этот контент на телефонах в первую очередь, и там не важно. 4, 8, 48. Все это не имеет такого значения. Единственное, что будьте внимательны. Если вас интересуют такие параметры, как замедленная съемка, то очень часто бывает такое, что 25 кадров в секунду или 50 кадров в секунду камера снимает в 4К, а 100 кадров, 200 кадров в секунду она снимает в Full HD. Кстати, все эти параметры, типа 50 кадров в секунду, 100 кадров в секунду, я считаю, что это все... Ну, все это так, это не важно. Это не то замедление, которое может удивить. Да, вот если бы камера снимала 500 кадров, 1000 кадров в секунду, это другой вопрос. Но этого нет, и поэтому я бы вообще не советовал бы обращать на это внимание. Снимайте незамедленно. Если хотите прям замедлить, это можно сделать в DaVinci. Если в камере 5К, 8К, это может быть просто плюсом. Да, вам нравится камера по компактности, по автофокусу, по каким-то другим характеристикам, которые для вас важны. Но бонусом будет вам 8К. Вы будете снимать 4, а 4 останется про запас. Шутка. Так, давайте поговорим про самый неочевидный, но, как по мне, очень важный момент. Это
меню в камере. Это очень важно. Почему? Была у меня камера Sony A7S III. И хуже камеры в моей жизни не было никогда. Она была full frame, супер автофокус. Просто невероятная камера. Классную картинку выдавала и выдает по сей день. Это до сих пор актуальная камера. Но знаете, что самое забавное? Что меню в этой камере было настолько ужасное, что я ее с удовольствием продал, и больше покупать камеры Sony желания у меня нет. Потому что камеры Sony, у них знаете какое меню? Словно кто-то взял просто все функции, перемешал в лотерейном барабане и вот так вот запихнул в камеру. То есть найти там что-то просто невозможно. То есть 500 миллионов тысяч функций, которые разбиты на 3 категории. И доходило до того, что во время съемки мне для того, чтобы найти какую-то функцию, которой я не пользуюсь постоянно, каждый день, да, что я вот знаю, что она вот именно здесь находится, у меня уходило 10 минут. 10 минут. Так, все подождите. Мне нужно 10 минут для того, чтобы найти, где включается автофокус. Это то, за что я люблю Blackmagic. Меню просто потрясающее. Я могу найти любую функцию, даже которой я никогда не пользовался, буквально за 15 секунд. И это очень круто. Очень важно учитывать меню перед выбором камеры. Странная характеристика, да? Но, как по мне, очень важная. Очень важная. Зеркальная или беззеркальная камера? Как раз два таких раздела вы найдете на сайте любого производителя камер. Что такое зеркальные камеры? Если вкратце, то раньше, ну и сейчас почему-то тоже выпускают. В общем, раньше была камера, в которой стояло зеркало. Изображение попадало через объектив, поднималось выше, и вы видели это изображение видоискатель. Когда вы нажимали на кнопку, зеркало поднималось, открывалась шторка, и туда попадал свет из объектива на сенсор, и вы получали фотографию. Ну, это если прям очень коротко и просто. Настало время беззеркальных камер, и оттуда просто убрали это зеркало, и, соответственно, объектив можно было подвинуть ближе к сенсору, таким образом получая лучшую картинку. За счет чего? Во-первых, в объективе нужно меньше элементов, соответственно, меньше преломлений, соответственно, меньше всяких артефактов, дефектов, искажений и так далее. И плюс ко всему, свет проходит меньше расстояния к сенсору. Таким образом мы получаем, более лучшую качественную картинку. Ну и, соответственно, нет зеркала, меньше размер, меньший вес. В общем, одни плюсы. Не вздумайте взять камеру с зеркалом. Личные предпочтения. Да, я назвал бы это именно так. Знаете, какие-то фишечки, нюансы, которые могут очень сильно повлиять на ваш выбор. Допустим, вам нравится эстетика фотопленки, все это вот зерно, цвета и атмосфера. И тогда стоит обратить внимание на камеры Fujifilm. Почему? Потому что у них есть встроенный пресет, который вам позволяет это делать, не отходя от кассы. Вы просто выставляете пресет, нажимаете на кнопку и получаете фотографию, словно она сделана на фотопленку. С таким же зерном, цветами, да все очень круто, потому что Fujifilm — это ребята, которые давным-давно выпускают пленку, и по сей день ее тоже выпускают. Никто там не едет. Если кто-то будет выезжать из гаража, напишите в комментариях. Так вот, вы просто фоткаете и получаете сразу результат. Никаких лайтрумов, обработок и так далее. Скинули это на телефон, загрузили в Instagram, готово. Или скинули на комп, распечатали, поставили в рамку, готово. Все, это и может быть решающим фактором и основополагающим. А уже потом можно думать про размер сенсора или автофокус. Например, автофокус у Fujifilm неплохой. Не такой крутой, как у Sony или Canon, но он неплохой. И если вас впирает пленка, то стоит делать выбор в сторону Fujifilm. Еще раз, я никого не рекламирую, просто это хороший пример. Если вас впирает супер шустрый автофокус, который следит за вашей собакой, то, конечно, берите Sony или Canon. Важно просто понять, что именно для вас является приоритетом номер 1. И ответив на этот вопрос, вы сможете очень легко выбрать камеру.
Тут же скажу, что если для вас основной фактор покупки камеры является... Черт. Оп. Продолжим. Тут же сразу скажу, что если основным фактором покупки камеры для вас является вот этот эффект размытого фона, боке, то здесь речь идет не про камеру, а про объективы. И про объективы я сделаю обязательно отдельный ролик, ссылку оставлю в описании. Но тут же сразу должен добавить и уточнить, для тех, кто покупает свою первую камеру, желательно покупайте камеру со сменным объективом. Объясню почему. Потому что рано или поздно вы устанете от одного фокусного расстояния. А если у вас будет зум, это все равно не даст того эффекта. Потому что как только вы сможете ставить разную оптику, вы будете получать новый уровень удовольствия. То есть у вас будет какой-то объектив изначально, в какой-то момент вы им насытитесь и захотите новых ощущений. И вот здесь как раз придут сменные объективы вам в помощь. То есть вы, допустим, снимаете все на 50, потом в какой-то момент ставите 24 или 20 и такие: о, вау, как же все теперь широко, и теперь все можно совсем по-другому фоткать. Или ставите 85, и вау, какое размытое сзади боке, как классно рисуется фон и так далее. Либо ставить какой-нибудь старый объектив через переходник, получаете винтажные эффекты. Понимаете, о чем я? Поэтому очень важно взять камеру со сменным объективом. Но при этом не уступать компактности, особенно если это ваша первая камера. То есть желательно взять компактную камеру и к ней взять компактный объектив. Такие комбинации существуют. И еще раз хочу вам сказать, не гонитесь за этим фулл-фреймом. Ну что ж, небольшой итог. Начнем с того, что если это ваша первая камера, то вам нужен автофокус. Она должна быть легкая и компактная. В ней должны быть сменные объективы, желательно. Не имеет абсолютно никакого значения, это full frame или не full frame. Просто нужно будет обратить внимание на выбор объектива. Обязательно 4К. И обязательно определиться, что именно вас вдохновляет. Симуляция пленки или автофокус. Чего вы ждете от камеры? Что именно вам нужно? Это поможет вам сделать правильный выбор. Всех тех, кто досмотрел это видео до конца, огромное спасибо. Я вас крепко обнимаю. С меня новые видео. С вас лайк, подписка, колокольчик. Пока.